Автономность 3,5 часа, что в принципе достойно для лоукоста на 70% громкости. Быстро подключаются, есть намек на дизайн, минимальный вес и габариты устройства. Практически нет задержки, но играть в них невозможно, и издалека они даже выглядят прилично. Габариты кейса минимальны и даже есть Type-C, хотя единственная причина покупки данных наушников — это желание подписчиков. От того, что, конечно же, я, как и вы, вижу, что картинки с фото данных ушей сделаны максимально ненатурально, что наводит на определенные мысли. И то, что настоящие беспроводные наушники выходят в 1000 рублей, это, конечно, слегка что-то нереальное. Разумеется, данная модель OEM. Кто не знает, что это такое, на канале есть стрим по поводу этого, я объясняю. Ничего плохого, но Lenovo однозначно не особо заморачивались при создании данных ушей. И, в принципе-то, они их и не создавали, а просто стали под своим лейблом продавать. В сумме на Али их продали уже 1010, и 9 из 10 человек ими довольны на 5 звезд. Притом самый частый отзыв — это «за эти деньги можно брать, не глядя», и басы норм. Tube 619, всем привет, вы на канале Польза.нет, канал домашний, меня зовут Саня, и тестирую я все лично, после чего я максимально кратко рассказываю вам о продукте. Конечно, с некоторыми ремарками и попытками пошутить. Подписывайтесь с лайком и участвуйте в розыгрышах, условия в описании к видео. 11 девайсов в этом месяце на кону. А сейчас я расскажу вам о беспроводных наушниках Lenovo LivePods LP1. Упаковка. Дешево, сердито, с попыткой сделать хорошо за копейки. Во всяком случае, отвращения не ощущается. Распаковали. Первая мысль — наушники-игрушка. До такой степени боксы наушники легкие, что не верится. В комплекте наушники, амбушюры максимально позорные, но внешне зато белые. Кабель Type-C, и пусть он печальный, но то, что за эти деньги они его запихнули, это уже, конечно, круть. Потому что, допустим, те же AirDots от Xiaomi этого не делают. И в комплекте есть даже инструкция на английском языке. Особенно круто, что, читая инструкцию, ты понимаешь, что здесь даже есть функция сброса к заводским настройкам, что очень удобно, особенно в китайских ТВС-ках. Уши разговаривают с вами на не самом позорном английском, в принципе, общее все. По боксу. Глянцевый, печальный. Люфт у крышки приличный. По факту за 2 недели я к нему привык, хоть и стыдно в этом вам признаваться. Емкость бокса 300 мАч, одинокий диод, и как ни грустно это признавать, вытряхнуть из этого бокса наушники просто невозможно. Собрано все качественно, в кармане помещается нормально. И возвращаясь к OEM, вы можете найти эти ушки без надписи Lenovo на боксе, они будут стоить чуть-чуть дешевле. И я прямо уверен, что они будут с того же завода, но не будем о грустном. 3 раза бокс наушники перезаряжает полностью. Размер бокса 62 мм на 46 на 22 мм. Вес видите сами. У кейса несколько цветов, но опять же только в внутренней части, а так он всегда белый. Наушники внутри у них заявлены 10-миллиметровые драйверы. Долбят на максималках неотменно, но электричку на 100% громкости даже с комплектными амбушюрами победить они смогут. Хотя повторяю, что я всеми лапками против наушников-затычек, рано или поздно их использование очень бодро может аукнуться по вашему здоровью. В каждом наушнике батарея на 40 мАч, абсолютно спокойно на 70% громкости они отрабатывают 3,5 часа. Bluetooth 5 версии, подключаются они быстро, через одну стену бьют, но на улице фризы ловят часто, даже при поворотах головы, притом со всеми моими девайсами. Тестировал я с Huawei P40 Pro, Pixel 4 и OnePlus 7T Pro. Полностью наушники ни разу не отваливались. Очень удобно, что их можно включать и выключать через сенсор. Сенсорное управление работает без ложных нажатий, но привыкнуть к нему нужно. В ушах сидят очень комфортно. По одному наушники работают, переключение с одного на другое происходит довольно быстро. Если не поменять амбушюры, пассивное шумоподавление здесь минимальное. Защита от влаги IPX4, не вздумайте, как я их топить в начале ролика и сейчас, хотя у меня они данный тест пережили, но неизвестно, что с ними будет через месяц. Функции ушек: плей-пауза, переключение треков и вызов голосового помощника. Конечно же, нет датчиков приближения, нет мультиподключений и изменения громкости самих наушников, как и нет программы. Задержка в играх есть заметная. В YouTube ее нет. Играть, конечно, можно, но радости от игры мало. Вот вам пример их задержки. Микро — одно из худших, что я встречал. Вот пример работы микрофонов. И вот этот день пришел. Тест микрофонов беспроводных ТВС-наушников Lenovo LivePods TVS. Здесь Bluetooth 5 версии, довольно странное звучание, о котором вы услышите позже. В помещении, в котором я сейчас нахожусь, ужасная акустика, так что если вы меня плохо слышите, ничего удивительного здесь
в принципе, довольно все плохо работает. Но по отзывам данные наушники отличаются крайне плохими микрофонами. Для того, чтобы доказать, что они здесь не фонтан, вы сейчас услышите в режиме нон-стопа пример, когда я открываю окно. За окном у меня сейчас легкой формы ураган, город Санкт-Петербург, рядом с Елагиным островом. Плюс еще рядом катаются машины, у них вдалеке, скажем, между мной и автострадой около 20 метров, никаких заграждений видимых нет, как и деревьев. Поток не очень плотный, ветер довольно сильный, но ветер до меня не особо задувает, а вот машина я слышу отлично. Как вы слышите меня, оценивать вам примерно так будет слышать вас, ваши собеседники. Но, еще раз повторяю, по отзывам практически все жалуются на микрофоны данных наушников. Может быть, у меня какая-нибудь обновленная модель, но я в этом очень сомневаюсь. Звучание лоукост лютый. Есть низкие частоты, но долбежка сухая и не особо интересна. Если поменять амбушюры, они будут вывозить это дело, но все равно даже низкие частоты довольно удручают. На максималках довольно много перегрузов. На моей модели левый наушник часто звучал громче правого, магия электронов. Высокие частоты по минимуму, средние в наличии, не самый поганый звук, но лучших по звуку ушей очень много. Любые из топ-10 наушников по ссылке в правом верхнем углу, которую вы сейчас видите на экране. Единственное, по такой низкой цене в данном форм-факторе белого глянцевого минимализма довольно мало. По ссылке в описании к видео цена этих наушников около $16, иногда дешевле. Есть на пару долларов дороже у продавцов с большим количеством продаж, но я считаю, в лоукосте каждый доллар на счету. Резюмирую, я понимаю, если вы купили их или купите, но делать этого не советую по двум причинам. Первое, я против затычек, а второе, любые AirDots, Halo или QCY будут звучать однозначно лучше. Плюс, во-вторых, AirDots с обзором снова по ссылке в правом верхнем углу еще и микрофоны лучше. Примеры, как всегда, конечно же, есть. Напоминаю, на канале 5 Mi Band 5 серии разыгрываются каждый месяц за лайк, подписку и любой комментарий, а сверху в этом месяце еще и допами идут 6 крутых девайсов. Условия все в описании. В прикрепленном комментарии ссылка на мой телеграм-канал со скидками на Алиэкспрессе. Все веду сам, постю только то, что интересно. Подписывайтесь с колоколом, ставьте лайк за труды. Завтра обзор на умные часы Amazfit Bip Lite S. Девайс сюда или нет, польза не отдаст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.